Всем привет! Это видео распаковки и беглый обзор проводной или беспроводной мыши HyperX Pulsefire Dart Wireless. Итак, давайте ее распакуем. Здесь есть отверстие для пальца, чтобы легко вытащить эту коробку. Точнее, это вообще один картонный лист, который нарезали профессионально. Окей. Дальше идет инструкция с эксплуатацией. Там есть много полезной информации, я ее оставлю в описании под видео. Дальше открывается коробка простым образом, по бокам и назад. Соответственно, коробка уже открыта. Эта мышка способна прожить 50 часов без зарядки с подсветкой и 90 без подсветки. Блистер снят. USB-приемник, как и у большинства беспроводных мышек, маленький. Ну и понятное дело, чтобы его легко было вытаскивать, вот такой вот наконечник. Мышь сама по себе эргономичной формы. По бокам идут накладки из искусственной кожи, они очень приятные на ощупь. На мышке 6 кнопок. Здесь место, которым нужно ложить ее на беспроводную зарядку. Дальше переключатель питания. Включив его, вы включаете саму мышь. И она начинает потреблять энергию. Итак, здесь боковые кнопки. Левая, правая. Кнопка DPI, там настраиваемый DPI 800, 1600 и 3200, конкретно благодаря этой кнопке. Дальше идет колесико, кнопки нажимаются вот так, ну, соответственно, звук, чтобы вы слышали. И дальше, как только я включил мышку, включилась RGB подсветка. Настроить ее вы можете в приложении HyperX Ingenuity, потому что именно там оно все настраивается. Там вы можете ее выключить, настроить, соответственно, под себя и один профиль сохранить в эту мышку. Для того, чтобы когда вы будете подключать ее в другой ПК, была именно ваша подсветка. Так, дальше идет куча разной бумаги. Это от HyperX. Здесь, похоже, такой же лист, ну, беглый обзор. Здесь показано, как нужно ложить мышку на зарядку. И, в принципе, бумагу я отложу. В самом дне этой коробки идет USB кабель и переходник, благодаря которому вы подключаете USB приемник, и он находится примерно возле вашей мышки. Для максимальной результативности, наилучшего результата, в принципе, ложите на расстоянии максимум 20 сантиметров. По крайней мере, так было написано, и это тоже будет в описании. Genuity я оставлю ссылку в описании, для того, чтобы вы тоже могли его скачать, ибо очень полезная утилита. И еще один небольшой факт. Type-C. Это удобно. Позже я планирую, когда я попользуюсь этой мышкой достаточно долго, сделать более полноценный обзор и, соответственно, расскажу о ней больше. На этом я буду заканчивать это видео распаковки. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и всем пока!